Ну и после этого вот уже как бы напряжение спало, они сами, когда подтвердили, что ничего, никаких, в общем-то ничего нет, но нашему руководству нужно встретиться с руководством вашей компании. Когда они, да, придут к решению, мы вас сразу же отпускаем. Где-то 2 суток прошло, они нам уже официально собрали экипажи и сказали, претензий к экипажам нет, уголовное дело заводиться не будет, нам выдали все документы, вернули вещи, посадили в автобус. Это через 2 суток? Через 2 суток. Посадили в автобус, сказали, сейчас мы вас отвезем в гостиницу, а потом с хозяином, с вашим, там, с руководством решат, и вы поедете там по ихнему уже плану. Перед самым выездом из ворот с Комитета национальной безопасности прибежал офицер и сказал, паспорта верните. Мы сказали, а что такое? Он сказал, ребята, ну мы люди маленькие, сверху позвонили, сказали паспорта забрать. Ну мы, естественно, отдали паспорта. То есть в гостиницу нас уже поселили без паспортов и оставили охрану. Естественно, мы спросили, зачем охрана, нам сказали, для вашей безопасности. Ну, мы удивились, а нам опять сказали, ну, сверху сказали, поэтому охрана. И время начало свой отчет. Как я уже говорил, это через 45 суток произошло, через 40... И нам каждый день, естественно, мы задавали вопрос, нам говорили, потерпите, все нормально, вопрос решается, отпустим вас завтра. Шум не поднимайте, никому не говорите. Да, и при этом подчеркивалось, не поднимайте шума, не обращайтесь ни в посольство сами, не чтоб родственники ваши в России, на Украине, в Беларуси, чтобы никто не выходил ни на какие официальные каналы. Причем они это аргументировали следующим, что мы вас через 2 дня отпустим, а если вы подключите свои государства, то это будет процедура официальная, это может затянуться там, ну, там на месяц, на сколько, а мы же вас через 2 дня отпустим. И мы вот родственникам говорили, что мы вот просто сидим в гостинице, ждем период заключения контракта, а через 45 суток сложилась такая ситуация, что 2 молодых человека в составе наших экипажей были, один украинец, а один россиянин. И позвонили уже, ну, один вот россиянин с отцом переговорил, и ему отец сказал, слушай, сын, я тебе уже не верю, ты меня обманываешь, ты там куда-то вляпался, поэтому я буду обращаться в ФСБ России. Он сразу прибежал ко мне и говорит, командир, вот такая ситуация. Я тут же позвонил, ну, от офицеру, с которым я держал связь, Комитет национальной безопасности, и сказал, ситуация выходит из-под контроля. На следующий день им купили билеты и отправили их домой, и украинца, и россиянина, вот этих наших молодых ребят. Через 5 дней на нервной почве у бортинженера из моего экипажа, у него на нервной почве язва открылась. Она его уже много лет не мучила, а язва открылась, он начал загинаться от боли. Я позвонил им опять в комитет и сказал, ребята, нужно обследование и ложить в стационар человека. На следующий день ему купили билеты, отправили на родину. И опять пошел отчет времени. Еще мы 2 недели где-то после этого просидели. Но уже нервы настолько накручивались, что мы уже, ну не то, что пошли на конфликт, а я перед этим, в предыдущий день позвонил им уже, и уже на повышенных тонах, уже ругаясь, сказал, что мы завтра, если вы нам ничего конкретно не скажете, мы берем такси, забираем вещи, отпихнем ваших охранников, и на такси приедем, и я так в горячах сказал, что приедем к резиденции вашего президента, сядем на асфальт и объявим там забастовку, пока с нами не доведут, что же случилось. Но мы потом подумали и решили, что мы не так сделаем, а поедем в Комитет национальной безопасности, чтобы встретиться с их руководством. Утром мы встали, я подошел к охранникам, довел им эту информацию, попросил позвонить в комитет и сказал, что если ждем мы 2 часа, после этого будем пытаться уехать. 2 часа на нас не отреагировали, через 2 часа мы спустились с вещами, причем мы прекрасно понимали, что нас не отпустят, они кинулись дверями, блокировали двери, прозвонили в комитет, приехали, вот как уже было сказано, 12 где-то рядовых бойцов этих, приехало руководство, начали на нас там кричать, что вы тут бунтуете, но мы им ответили, что мы не бунтуем, мы хотим уже понимать, что происходит, что это за издевательство, мы что, кто мы здесь у вас такие, рабы что ли? Нам сказали, ну, они звонили, подождите, потом сказали, вопрос решен, завтра вы встретитесь с нашим руководством, поднимайтесь в номера, завтра все будет нормально. Мы отказались подниматься в номера, сказали, мы остаемся здесь до встречи с руководством, ночь мы ночевали в фойе, ну, спать, сами понимаете, в фойе не получилось толком, на следующий день они приехали с утра, сказали, все, ребята, решено, сейчас руководство подъедет. Членам экипажа оставшимся, вот 3 сказали, забирайте вещи и командиров тоже в номера ставьте, сейчас они подъедут. А нам сказали, сейчас нужно проехаться в Комитет национальной безопасности, кое-какие моменты уточнить. Мы туда приехали, нам сказали, вы задержаны, ну и уже с этого все началось. Это в мае месяце было уже. Ну еще можно такой факт отметить, когда я им говорил, ребята, я, конечно, не юрист, но я понимаю, что это беспредел.
То, что вы нам вменяете, это было 2 месяца назад. Факт якобы нашего пересечения госграницы и факт того, что вы видели этот двигатель. Прошло 2 месяца. Вы через 72 часа должны были нам объявить. Ну, Да, я поясню. Вот почему контрабанду вменили? Потому что по-другому нельзя самолеты было забрать. Конфисковать нельзя было самолеты по решению суда, если бы они не вменили контрабанду. И вот судите сами, есть акт 7 должностных лиц Республики Таджикистан, там все были, и таможня, и Национальная служба безопасности, где написано, что нету контрабанды в самолетах. Тем не менее, суд вменяет это все. Что касается свидетелей, которые вызывались в суд, они говорят одно, судья в приговоре пишет совершенно другое. Вот вы знаете, за свою практику встречался с разными делами уголовными и провел достаточно много. Но такого наглого и циничного отношения к гражданину России по отношению к Владимиру Садовничеву я, честно говоря, сам опешил. Я имел возможность уже сегодня, поскольку только мы вчера встретились, выяснить эти все детали. Это настолько вот... фамилию не помню, ну есть там фамилия у нас в деле, один из руководителей Национальной службы безопасности Республики Таджикистан в этой Хатлонской области, он настолько вел себя цинично и по-хамски, что вот, как мне Полуянов сказал, договоритесь с самолетами, отпускаем самолет, и там еще что произошло? Сначала самолеты должны были отойти Национальной гвардии Таджикистана. Потом вдруг картина поменялась Национальной службе безопасности. Потом кто-то, видимо, дал указание, ну, это версия, что эти самолеты должны отойти Национальной службе безопасности. У них еще между собой там выясняли отношения, куда должны были эти самолеты отойти. Поэтому, конечно, при таких обстоятельствах, безусловно, мы очень надеемся, что в дальнейшем мы совместно с Министерством иностранных дел будем добиваться полного оправдания.